Всем привет! Меня зовут Катя Контур, я руководитель школы и студии по перманентному макияжу. Сегодняшнее видео мы посвящаем самым популярным вопросам, которые вы задаете. Да, данные процедуры отлично совмещаются между собой, но есть очень важный момент. Нельзя делать две этих процедуры в один день. Вы обязательно должны разделять их и выдерживать промежуток между процедурами не менее 14 дней. А также очень популярный вопрос, что сделать первым: увеличение губ, либо перманентный макияж. Я считаю, что в принципе без разницы, так как эти процедуры выполняют абсолютно разные функции. Вы можете сделать перманентный макияж, либо увеличение губ, главное с промежутком. А также обе эти процедуры потребуют коррекции, поэтому вы все равно будете делать их повторно. Врачи не дают однозначного ответа на данный вопрос, но я лично не советую приходить во время беременности на перманентный макияж, так как не проводились никакие серьезные опыты на этот счет, и лучше воздержаться в данный период от процедуры. А вот с лактацией уже вопрос спорный. Если вы проконсультируетесь со своим лечащим врачом, и он вам разрешит, мы принимаем клиентов на стадии ГВ. Что еще важно понимать? Когда вы приходите в период лактации, мы будем использовать только первичную анестезию, чтобы она не попадала вам в кровь. Вы должны понимать, что процедура перманентного макияжа одна из самых безопасных на сегодняшний день из множества бьюти-процедур. При условии, если она выполнена в стерильном кабинете, одноразовыми стерильными материалами, и также мастер использует сертифицированные пигменты. Что касается аллергии на пигменты либо анестезию, в своей практике я ни разу ее не встречала. Но если вы переживаете по поводу аллергических реакций, вы можете прийти к нам на аллерготест. Он делается примерно где-то за 48 часов до процедуры. Мы сделаем аллергопробу, и вы уже будете точно уверены. Что касается анестезии, мы применяем различные виды анестезии на разных зонах. Вся она применяется аппликационно, то есть в виде крема либо геля. Мы не делаем вам уколы, то есть минимум анестезии поступает вам в кровь. Соответственно, даже если у вас есть аллергические реакции на анестетики, скорее всего, они никак не проявятся. Да, перманентный макияж – это однозначно двухфазная процедура, которая делается в два этапа. Когда мы вносим вам в кожу пигмент, часть пигмента отторгается иммунной системой в процессе заживления, то есть часть пигмента не приживется. Поэтому обязательно нужна коррекция, чтобы добиться идеального результата. А также, если вы делаете коррекцию, вы фактически экономите, потому что коррекция намного дешевле, чем обновление, и результат будет держаться дольше. Коррекция обычно делается через 1 либо через 2 месяца после первичной процедуры. Если вы приходите на процедуру спустя 4 месяца, это уже не будет являться коррекцией, так как будет запущен уже новый процесс в коже обновления. Рефреш, либо обновление – это процедура освежения пигмента через некоторое время. Обычно она делается через 1 либо через 2 года после первичной процедуры. Когда лучше всего делать рефреш? Я советую приходить через год, либо через 1,5. Через год пигмент у вас полностью не исчезнет из кожи, он просто немножечко осветлится, и его нужно будет освежить. Можно также изменить форму, технику, добавить оттенка. Что будет, если вы, например, придете на процедуру рефреша через 2, 3, либо 5 лет? Возможно, вам потребуется дополнительная коррекция, потому что если вы задерживаете процедуру обновления, пигмент может сильно осветлиться, и вам уже нужна будет вторая процедура.
Все зависит от вашего конкретного случая. Дать точный ответ можно будет только после консультации. Также вы можете прислать нам в директ фото, где хорошо видно ваш старый татуаж, и я смогу вас проконсультировать. Что нужно понимать, когда вы идете на удаление? Удаление – это еще более опасная процедура, чем перманентный макияж. Если сделать некачественное удаление на дешевом оборудовании, можно нанести ожог на кожу, и впоследствии кожа зарубцуется. А теперь давайте разберемся в методе. Существует лазерное удаление и удаление ремувером. В чем их отличие? Какой принцип у лазерного удаления? Удаление – это специальным аппаратом, луч которого проникает через слои вашей кожи, видит пигмент и расщепляет его на более маленькие молекулы, которые выводятся через лимфатическую систему. Окончательный результат после лазерного удаления понятен только через месяц после процедуры. Какой плюс у лазерного метода? Однозначный плюс – это быстрый период реабилитации. Поскольку мы практически не повреждаем кожу, у вас нету никаких сильных корочек, а только легкое шелушение. Но окончательный результат виден только через месяц. И только через месяц вы можете повторять повторно лазерное удаление. Какой однозначный минус у лазерного удаления? Лазерный луч видит не все виды пигментов. Он плохо видит светлый пигмент, либо белый пигмент он не видит вообще. Соответственно, лазерное удаление подойдет не для всех случаев. Давайте теперь рассмотрим принцип удаления ремувером. Ремувер – это механический метод удаления. Он похож на перманентный макияж, на нанесение перманента, но он намного быстрее, чем нанесение, и немного другая техника применяется. Какие процессы проходят, когда мы вносим ремувер? Мы вносим состав в слой кожи, где у вас наносится пигмент. Ремувер связывается с пигментом, образуется третье вещество, которое выталкивается наружу и уже в течение определенного периода заживает, и после этого вы видите осветление пигмента. Какой плюс у удаления ремувера? Метод удаления ремувером видит абсолютно все виды и типы пигментов. Также нет инверсии цвета, как у лазера. Когда вы приходите на лазерное удаление, допустим, с розовыми бровями, у лазера существует инверсия, то есть после удаления ваши брови могут сразу стать пшеничного либо сероватого оттенка, то есть приобретут уже нормальный цвет, изменят его с розового на серый. А в ремувере такого нету, он просто осветляет ваш пигмент. Какой однозначный минус у метода удаления ремувером? Поскольку это механическое повреждение, заживление проходит дольше, чем при лазере, и может доставить некий дискомфорт. Также существует очень много видов ремувера и очень много дешевых ремуверов, которые содержат в своем составе кислоты, которые либо не оказывают никакого воздействия, либо могут нанести ожог на вашей коже. Обязательно спрашивайте у специалиста, каким ремувером он работает. Мы в студии работаем на ремувере производства США, это ремувер Rejuve, он уже на рынке более 15 лет, то есть он уже очень долго тестируется, он апробирован, и мы можем быть уверены 100% в безопасном и качественном результате. Какой вывод мы можем сделать? Самое основное, когда вы идете на удаление, во-первых, вы должны проконсультироваться со специалистом. Только специалист может сказать вам, какой метод в вашем конкретном случае будет лучшим. И также обязательно обращайте внимание, на каком оборудовании, какими материалами, каким ремувером работает данный специалист. Обязательно узнавайте это. Алкоголь увеличивает выработку сукровицы и лимфы, соответственно, он может вымывать пигмент. Я не советую пить алкоголь в первый день процедуры и через несколько дней после. Тоже лучше воздержаться от алкоголя. Но если вы выпьете бокал вина, допустим, на второй либо на третий день после перманентного макияжа, ничего страшного не случится. Основное – это запрет на крепкий алкоголь, но лучше, конечно, его не употреблять, потому что алкоголь также может привести к увеличению отечности, особенно в первый день процедуры.
Перманентный макияж держится в среднем 1 либо 3 года, в зависимости от вашего типа кожи. Это очень важно, поскольку на жирной коже пигмент быстрее осветляется, на сухой коже он держится дольше. Также зависит от вашего образа жизни. Если вы будете активно загорать, скрабировать лицо, все это будет уменьшать срок носки вашего перманента. Дольше всего перманентный макияж держится на веках, так как на веках очень тонкая кожа, и она очень хорошо держит пигмент. Если вы сомневаетесь по поводу стрелок, вы можете начать с межресничного пространства. Оно уходит намного быстрее, поскольку это место близко к слизистой. Например, если приходит к нам клиентка через 3 года, у нее еще может остаться стрелка, но межресничное пространство у нее уже пропадет. Делать перманентный макияж в хорошей студии абсолютно безопасно, но некоторые считают, что самое страшное, что вы можете получить в процессе перманента, это некрасивые брови либо губы. На самом деле нет. Самое страшное в таких инвазивных процедурах – это заражение. Обязательно специалист должен следовать всем мерам Санпин, ежедневно убирать свое помещение, стерилизовать инструменты, работать на одноразовых инструментах, относиться к этому очень серьезно. Также серьезно вы должны относиться к своему организму, поскольку все-таки самое важное – это безопасность оказания наших услуг. Я надеюсь, данное видео было для вас полезным. Если у вас остались еще какие-то вопросы, пишите мне их внизу в комментариях. Если вы сейчас смотрите меня на YouTube-канале, обязательно переходите в Instagram. Ссылки на все мои соцсети будут находиться внизу в описании.